Друзья, всем добрый день! Я вернулась во влог, и этот влог хочу начать с объекта, который я приехала смотреть. Хочу показать вам, на какой он стадии. Надеюсь, вы скучали по моим мини-влогам, по моим рассказам о недвижимости. Я в Самсоневском саду, не будем много прелюдий, сразу расскажу, где я, что я здесь делаю. Я сегодня имела удовольствие проехаться на метро, потому что у нас сегодня нет связи из-за беспилотников. И интернет выключили, видимо, не смогла доехать на такси. Ну, в общем-то, я решила проехать на метро, чтобы дойти от метро до Легенды на Самсоневском. Прогуляться пешком. В летнюю погоду это вообще одно удовольствие, естественно. Я вышла из метро, сразу перешла дорогу, то есть мне не нужно было нигде там долго идти, проходить мимо каких-то непонятных заброшенных мест, и сразу попала в Самсоневский сад. Но это точно не парк, он не очень большой, хотя здесь есть и пруд, и есть где погулять. Много сейчас отдыхающих, гуляют, такой прудик маленький, гуляют с собаками. Сегодня выходной день, погода прекрасная. Я через него сквозь прям весь этот сквер иду к проекту. Здесь прекрасная передо мной церковь открывается, обожаю ее, конечно, такого очень красивого светло-голубого цвета, не очень классные, на солнце переливаются красиво купола, и вот уже видно верхние этажи Легенды на Самсоневском, корпуса Б, наверное. Да. Но в первую очередь, прежде чем я дойду до проекта, я все-таки хочу показать окружение, да, потому что с проспекта не сразу заметно видно, какое здесь классное место для отдыха. Сегодня шикарная погода, поэтому вижу мамочку с ребенком на пледике. Я бы сама с удовольствием повалялась бы на пикнике. Мне нравится, что здесь высокие деревья. Вы знаете, не все это отмечают, естественно, не всем это важно. Но у нас рядом с домом тоже Кольский сад. И там деревья высокие, поэтому можно в такую жару спрятаться. Так прохладно сразу, здесь приятно гулять. То есть помимо того, что есть парк должен удовлетворять нашим минимальным хотя бы потребностям, быть удобным. Инфраструктура должна привлекать людей туда приходить, да, не просто быть. Чисто, зелено, много деревьев. Не вижу там прохода, хотя оттуда сразу знаю, что можно выйти. То есть я оттуда заходила в церковь, не знаю, можно ли здесь пройти. Есть проход, это прекрасно, потому что мы сразу попадем на проспект. Пройти через парк — одно удовольствие. Слушайте, буду называть парком, не придирайтесь, да, потому что, естественно, есть какие-то характеристики: сад, сквер, парк, парки большие, это совсем другое количество деревьев и прогулочных зон. Проход по территории в парк с собаками запрещен. Мы без собак, поэтому идем. Прекрасная церковь, очень ее люблю. Она такого нежно-голубого цвета, как я уже сказала. Такие окна деревянные, красивых, в тени, в решетках. Но все равно есть в нем какая-то такая исконность архитектуры. Эта башенка вообще, конечно, бесподобная. Какие-то маленькие. Не знаю, обратите внимание вы или нет, на самый верхний ряд такие маленькие окошки. Это просто очень мило. И смотрите, какая у нас открывается картина. То есть я стою на территории церкви и сразу вижу ближайший корпус Легенды. Мы приехали сюда поснимать несколько видов, потому что у меня есть несколько клиентов, кто сейчас рассматривает Легенду на Самсоневском. У нас есть вопросы, кто-то смотрит, всех разные абсолютно ситуации. Дают сейчас очень хорошие ставки по семейной ипотеке. Можно дисконтную ставку запросить, можно запросить вторую очень хорошую скидку, но нужно понимать причину ее получения. В общем, это такое комбо, нужно сложить всю эту историю. И третье, здесь можно поискать за полный наличный расчет неплохие, хорошие квартиры. Поэтому на любую ситуацию есть решение. Рассрочку сложнее получить, но можно, как и на обычную ипотеку, не только на семейную, обычную ипотеку тоже можно получить хорошую ставку. Поэтому мы здесь. В общем, я вышла из ворот
попадаю сразу сюда. Здесь вот пешеходный переход появился, кстати, не очень давно. Вот знаки поставили, они еще закрыты. Посмотрите, какая шикарная зеленая улица. Такое прям петербургское настроение. Здесь мне очень нравится Большой Самсоневский тем, что он в настроении Петербурга еще и застраивался он по-петербургски. Здесь много стилей архитектурных. Ой, какие большие окна, просто шикардос. Этот памятник, смотрите, какого года сооружен, 1909 года. Я мимо него хочу подойти к корпусу, который вот там находится, вот он, показать вам. Вот у него с этой стороны будет просто фасад, глухая стена, это будет просто фасад. Он маленький, небольшой, он отдален от главных корпусов Легенды. Вот это здание никуда не денется. Справа бизнес-центр. Дальше у нас еще покажу, что вот где забор стоит, да, вот он здесь тоже не случайно оказался, потому что оно будет реконструировано. Не буду точно говорить реконструкция, но это не реставрация. Обратите внимание, остался только фасад. Внутри работают, вот там разрушены стены. Это будет будущая гимназия или лицей, скорее всего, это гимназия, да, будет, даже крыши нет. Кстати, решение неплохое, потому что сохраняется только внешний вот этот фасад. Много так и в Европе делают, и в Буэнос-Айресе рассказывала. Это проще даже для внутренних строительных работ, но при этом внутренней исторической нагрузки, да, уже нет, там все разрушено, нечего сохранять. Вот маленький корпус, мы к нему подобрались. Соответственно, все, что слева, у нас остается вот в таком не очень приятном виде. Я поэтому, конечно, этот корпус, ну, так скажем, и люблю, и не люблю, да. Он вроде маленький, малонаселенный. Здесь небольшое количество квартир, по-моему, по 4 квартиры на этаже. Ну, вот они видно, вот эти двухкомнатные, двухсторонние. Вот они вот так, с этими окнами двухсторонние. Вот это, по-моему, если не ошибаюсь, кухня-гостиная, наверное, у этой двушки, она двухсторонняя. Вот это одно окно спальни, и второе выходит с той стороны. И здесь такая же зеркальная. Здесь лифтовая зона, и еще по 2 однушки с той стороны. Не знаю, поняли вы или нет, я постаралась объяснить. Вот такой здесь вид хороший на церковь. Вот у нас набережная здесь, значит, можно будет, скорее всего, я вот, кстати, не знаю, односторонняя здесь лежит, но там тупик, то есть там не выехать. Сюда можно будет заехать только с набережной, что это плохо, в принципе. Но вот на той улице, которая будет, где главный корпус, там тоже может двухстороннее будет движение, пока оно одностороннее. В общем, отсюда видно, вот здесь будет проезд. Вот такие решения. Продолжаем наш путь. Я вот сняла маленький корпус, который вот сейчас остался за мной. Вот, и сейчас хочу еще показать вам тот большой самый, да, корпус, который вдоль дороги Большого Самсоневского проспекта и заходит на маленькую улицу. Сверху еще покажу вам, как это выглядит в панораме. Свежая панорама. Возможно, у вас возникнут вопросы. Там такой от Нобеля, от старого завода остался тоже кусочек фасада. Там будут тоже восстановительные работы проходить самого вот этого фасада, потому что только он несет историческую ценность. Все остальное было снесено. Напишите, как вы думаете, или какие у вас идеи. Я вам потом расскажу, что там будет. А что бы вы хотели, чтобы было в архитектурном, наверное, смысловом, инфраструктурном, в общем, разном смысле, чтобы там могло подойти. Поворачиваю обратно камеру, я как раз уже дошла до Большого Самсоневского. Ну, нравится мне этот угол очень. Не сказала бы, что здесь прям шумно. И вот тут такая красота, так уютно. Может быть, даже туда вот подальше. Такие окна большие. Квартир уже много продано.
стадия строительства высокая. Коммерции вообще говорить больно, потому что ее здесь нет. Но они здесь будут шикарно смотреться, потому что инфраструктура для дома, ну, скажем прямо, такая себе. Нет каких-то, да, интересных, модных, привлекающих эстетический наш петербургский взор. Вот здесь будет арка заезда. Вот она. Заезд как раз к тому маленькому тоже корпусу и слева корпусам. Можно будет заехать через эту арку. Слева дом молодежи. Симпатично выглядит. Тоже несет историческую ценность. Здесь был съезд в 17 году, 6-й съезд большевиков. Вот еще закрытый, да, домик. Ведутся работы. Очень все изменилось здесь, я бы так сказала, последние, наверное, лет 15. Вообще многие локации поменяли свой внешний вид, и Большой Самсоневский не исключение, потому что, конечно, здесь раньше было все равно такое большее ощущение, ну, какой-то маргинальности, каких-то стареньких петербургских домиков, а внутри вообще непонятно, кто там живет. Вот здесь каскадом будет очень красиво квартиры располагаться. Ну, наверное, первые этажи я бы, честно сказать, не стала рассматривать. Они будут такие террасы вот с видом на дорогу. Такая себе история. Верхние этажи, конечно, посимпатичнее. И вот этот вот красное здание остался. Фасад, кирпичики фальконы. Такая красивая башенка. Ну, висит щит уже. Ну, конечно, хотелось бы узнать, что бы вы вот хотели. Не фудкорт только, умоляю. Вот дом наследия в кирпиче. Был тоже довольно быстро распродан. Ну, неплохой. Единственное, что он, конечно, маленький, и там нет двориков совсем. Вот такие масштабы. Вот так смотрится. Как будто бы слишком близко, но вот поверьте, уберется забор, эффекта этого не будет. Здесь будет коммерция и будет немножечко такой какой-то визуальный буфер. Я хотела вам показать еще одно местечко, вот там, где будет строительство еще одного дома. Покажу вам фасады, они уже согласованы. Неплохо, симпатично смотрится. Пока еще не выходил в продажу. Ну и я завершаю просмотр. Записала тоже все видео, все виды, которые мы хотели с клиентами посмотреть. Единственное, что хотела еще под конец сказать, что вот с Большого Самсоневского довольно быстрый выезд вот за этот дом. Налево сразу на Гренадерский мост. И мы попадаем на Петроградку. В принципе, здесь и пешеходные выходы довольно быстрые тоже к воде со всех сторон. В общем, на связи, обращайтесь по покупке недвижимости. Это, естественно, еще не последний сюжет в этом влоге. Поснимаю все, что мы будем смотреть после отпуска. Я приехала, у меня есть силы на съемки, контент какой-то с вами поделиться, потому что помимо этого у нас еще куча встреч. В общем, на связи. Сегодня на Фрунзенской смотрим ID Московский. Здесь осталось 2-3 квартиры где-то не проданных. Ну и хотим, конечно, посмотреть, как завершилось строительство и обжилось, потому что здесь уже прошло порядка года, наверное, да, этому дому. И как вообще обжилась территория,
Как Дим? Евроинвест Девелопмент завершил строительство дома бизнес-класса. Во-первых, хочется сказать, что, в принципе, придомовая территория, нормальная. Было много споров о том, как будет смотреться здесь дом в таком не очень приятном окружении. Ну, смотрите, зелено очень. Летом здесь все, в принципе, закрыто от посторонних, мне кажется, это глаз. Здесь всего 2 корпуса. Справа один, и вот там второй. И они объединены такой галереей очень красивой. Несколько подходов к дому с разных сторон. При этом с проспекта с Московского, вот он там параллельно корпусу находится. Мы зашли в арку, и когда не было еще здесь ничего, шла стройка, выглядело это, конечно, жутковато. Во-первых, всегда плохо, когда льется монолит, еще серый, все это создается вообще впечатление, конечно, жуткое. Вот, сейчас завершилось, он такой парадный, красивый, симпатично. Мы смотрим о том, что еще и самое прекрасное время года в Санкт-Петербурге – это лето. Все вокруг в зелени. Ну и он прям смотрится хорошо, хорошо. Мне, конечно, не нравится то, что он в штукатурке сделан, это, так скажем, северный ампир. Но в целом впечатление общее создается приличное. Здесь же мы видим все, что на Заозерной, со стороны Заозерной как раз вот этот Эрбяевский дом Тайм довольно старый, вот их апартаменты, вот эта башенка, которую они тоже восстанавливали. Здесь ЛСРовский дом выглядывает, тоже довольно был популярный в свои времена. Там и L1 Империал. И вот и все. И мы вот там видно променад и все, что на Фрунзенской, как раз с той стороны метро. Вот здесь, прям вот тихо. Вот прям хорошо и тихо. И посмотрите, как отсюда довольно приятно смотрится территория. Мы в какой-то усадьбе находимся, потому что вокруг прям столько зелени и довольно хорошее впечатление. Переворачиваю снова камеру, чтобы вы просто насладились вот этим вот этого. Это, конечно, так скажем, не застройщика заслуга, да, но впечатление довольно приятное. Я думала, будет хуже. Неплохое сделали мощение для ландшафтного дизайна. Такое вот симпатичное в камне. Парадные такие, вот видите, высокие сделаны. И вот здесь как раз заезд на территорию, видимо, строительные материалы подвозят. Сейчас вообще активно, в принципе, такая стадия ремонта. Вот там парадная, первая, она одна, главная парадная у одного корпуса. А мы пойдем вот в корпус напротив. Там квартиру находится 2 осталось, а 3 пока забронирована. Осталось 2 квартиры на 2 этаже. Покажу как раз 2 этаж вот в таких форматах, когда довольно много зелени и не шумных дорог нет, тогда 2 этаж смотрится довольно тихо, мило. У меня всегда такое впечатление создается у формата таких домов. Здесь правда тихо, хорошо. Вот это променад-галерея, небольшая, в принципе, территория детского двора. Я не думаю, что она прям здесь очень сильно смущает людей. Большие окна, не знаю, качество оконных проемов разное писали. Говорили о том, что они довольно разного качества, где-то неплохо, где-то пришлось прям сильно увеличивать срок принятия квартиры и менять все оконные проемы, поэтому вот пойдем смотреть вот. Я вот всегда замечаю такие детали под эркерами, как они сделаны, как сделаны швы, ровно или нет, потому что часто на них вообще забивают. Вот смотрите, вход проходной в парадную. Есть главный с улицы, и вот со двора такой еще маленький тоже вход. Посмотрю сейчас сразу. Такие, наверное, арт-объекты. Черная лестница, лифтовая зона. Вот парадное место для колясочной. Это узнали только по табличке. Здесь пока пусто. Вот зона для почтовых ящиков. Квартиры, так понимаю, здесь в парадной всего 63. Высокие потолки. Выглядит на самом деле как-то непрезентабельно. Здесь, скорее всего, должен был быть камин. Не знаю, будет он или нет. Здесь резиденция, кстати, вот этот корпус со спа. На крыше есть спа.
Там какое-то архитектурное решение какое-то непонятное. Двери, конечно, уже убили просто в хлам. Какие-то, не пойму, они деревянные они или нет. Это просто впечатление пока рабочее, в общем. Посмотрим. Все относительно, как говорится. Много слышала тоже негативных отзывов и об архитектуре, что дом выполнен не очень, но, как вот мы с вами посмотрели, мне показалось, что сама территория и дом вполне себе выглядят хорошо. Тихо. Небольшой санузел. Начинаю с конца. Самого приятного. Здесь мастер-спальня, небольшая комната. И свой санузел. Общий 14 метров. Кухня, но смотрится очень хорошо. Вторая спальня. Плюс этой квартиры в том, что она небольшого метража, всего там 61 метр, и на плане себя смущает вот этот момент маленькой. И второй санузел большой, и здесь еще маленький гардероб. На плане смущает вот это помещение проходное, кухонное, но в жизни, вот поверьте, на 60 метров больше кухни не надо, вот здесь будут кухонные модули. Здесь вот можно стол поставить в зону отдыха, и здесь вот будет проходная. Вообще классно, на самом деле. Все органично, потому что еще появляется место хранения, санузел и комната с панорамными окнами. Так, 3 метра. Так, одна спальня. Здесь санузел. Вид на грушевый сад. Вторая детская спальня, или кабинет, очень приятная. И кухня-гостиная с таким тоже панорамным остеклением, чуть-чуть эркер, зона немного выступающая. Здесь кухонная зона отдельно и гостевая. Красиво. Немного настраиваю камеру. Всем доброго дня, друзья! Мы закончили с вами последний наш репортаж, так скажем, со съемок дома на Фрунзенской. И мы посмотрели после квартиры, естественно, там 3 квартиры, которые остались, я их выложила в Телеграм, поэтому еще раз вас призываю подписываться на мой уютный Телеграм, я вот ссылочку оставлю, чтобы в моменте, потому что я сразу их выложила. Квартира, правда, была классная, уникальная. Она вот вышла прямо из-под расторжения. Расторгся договор с клиенткой по рассрочке. Она перестала платить рассрочку. Квартира вышла в продажу. Таких вариантов на рынке, когда заканчивается уже строительство, нет. Это вот просто такая случайность, так скажем, и застройщик. Чем хороши такие проекты квартир, потому что на них распространяются семейные ипотеки. Продавец еще будет юридическое лицо. Не во всех готовых квартирах тоже это возможно. Вот такой вот бонус плюс. Еще на нее можно было бы оформить рассрочку. Не знаю, когда выйдет этот ролик, пишите, обращайтесь. Но подписывайтесь на Телеграм и будете в курсе онлайн таких вот хороших, классных предложений. Можно в моменте, я очень оперативно, быстро всем отвечаю всегда, можете в моменте ко мне сразу обратиться, и мы с вами организуем расчеты, и просмотры, и какие-то индивидуальные супер предложения. Я сейчас иду на выставку в Дом радио. У нас приболел Матео, мы сегодня все утро с ним были, сейчас уложили его спать, и я очень хотела съездить на эту выставку, посмотреть работы некоторых художников. Там какая-то есть, естественно, мероприятие, программа, но меня интересует
работы, такие кулуарные работы художников, там что-то типа профессиональной квартиры. Я не помню, как это называется, но они раз в год, по-моему, устраивают такую ярмарку, выставку, даже не знаю, как это назвать. В общем, такое мероприятие, где можно приехать посмотреть, купить классные, интересные какие-то маленькие работы. В этом зале проходят концерты. Вечером будет тоже концертная программа. Такой красивый потолок, подсвеченный этим таким таинственным светом. Посмотрю еще один лекторий. Так, Дом радио приоткрыл для нас двери. Решила, в общем, прогуляться после ярмарки по любимой Фонтанке. Посмотрите, мне кажется, это самое любимое времяпрепровождение в летнее время года в Петербурге. Это кататься по корабликам. Такая красота, тепло. Я с пустыми руками, как вы видите. Мне понравилось пару работ всего, но, к сожалению, они все вышли из моего бюджета. Наверное, нужно было сходить вчера. Вообще, профессорская квартира, ярмарка называется, она ежегодная, проходит каждый год. И она прям очень бывает интересная в плане работ, маленьких, небольших, каких-то не очень известных, недорогих, но прям ценных. Вот, поэтому, наверное, ее и любят. Второй день ярмарки, работ практически уже не было, поэтому я решила, в общем, не покупать, лишь бы что-то купить. Вообще искореняю эту привычку. Я иду в сторону дома, а с вами прощаюсь. Встретимся уже, наверное, в петербургских грозах, потому что пару дней еще осталось, и у нас наш Петербург накроет дожди, наша любимая, постоянная, привычная нам погода. До встречи!